Хотите приготовить что-то красивое и необычное и при этом не навредить фигуре? Остановите свой выбор на воздушном, невесомом десерте Павлова. Этот торт безе назван в честь балерины Анны Павловой. Он был впервые приготовлен в Новой Зеландии в 1926 году, специально, чтобы побаловать известную балерину во время гастролей. Технология его приготовления сходна с выпеканием безе, но дополнительные добавки сильно изменяют его структуру и консистенцию. Отделяем белки от желтков. Внимательно, ни одна капля желтка не должна попасть в белки. Нам нужно 100 граммов белка. Это примерно 3-4 яйца. Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на средних оборотах. Сухая чистая посуда и мощный миксер, и белки взбиваются всегда. Взбиваем до появления так называемой пивной пены. Видите? Теперь, не выключая миксер, начинаем по ложке добавлять 100 граммов сахара. Когда весь сахар растворится, увеличиваем скорость до максимума и засекаем 3 минуты. Технологию получения идеальной белковой пены не только для Павловой мы уже разбирали. Видео есть на канале, ссылка в подсказке и в описании. Готовим 100 граммов сахарной пудры. Добавляем в нее 10 граммов или 1 чайную ложку кукурузного крахмала и перемешиваем. Благодаря добавлению крахмала меренговые основы приобретают хрустящую корочку, оставаясь мягкими внутри. В этом и состоит их главное отличие от безе. Подробное видео о использовании крахмала уже снято нами. Оставляю на него подсказку. Если не появилось, то ищите в описании. Снова по ложке добавляем смесь в работающий миксер. Немного попылим, но это не страшно. Если пудра осела на стенках, то интенсивно постучите по ним. Засекаем 7 минут. Готовим кислоту. Я предпочитаю лимонный сок. Раздавлю лимон, сделаю шпажкой отверстие и выдавлю 1 чайную ложку. Это может быть и концентрат лимонного или лаймового сока из магазина, или винный уксус. Перемешиваем и выключаем миксер. Меренга готова. Хорошо взбита до крепких пиков. Перекладываем в мешок с насадкой. Насадка нужна большая. Красивее всего Павлова смотрится с использованием насадки «Закрытая звезда». Моя любимая идет под номером 336. На пергаментной бумаге рисуем форму нашего десерта. Я буду готовить порционные пироженки диаметром 8 см. Циркулем на коврике отмеряем радиус 4 см и чертим несколько окружностей. Формируем основы гнездышки. Для этого отсаживаем меренгу от центра к краю и, не отрывая руки, делаем 2-й ярус только по внешнему кругу. Вот так. Серединку оставляем пустой. У меня хватит меренги штук на 6. Все зависит от размера вашей насадки. Я специально ничего не говорила вам про печь. Ставим противень в холодную духовку. Включаем ее на 80, максимум 100 градусов, без конвекции. Устанавливаем таймер на час. Если у вас газовая духовка, то включайте газ на минимум и пеките при чуть приоткрытой дверце. Основы готовы. Они хорошо просохли, оставшись при этом идеально белого цвета, как пачка у балерины. В таком виде их можно хранить в герметичной емкости несколько дней, а украшать непосредственно перед подачей на стол. Блюдо сильно впитывает влагу и раскисает. Я дополнительно изолирую меренги от крема шоколадом. Это не дает им размокнуть раньше времени. Растапливаем импульсно в микроволновке белый шоколад. Кисточкой смазываем серединку и даем шоколаду застыть. А теперь наполняем кремом. Классические Павловы делаются со взбитыми сливками, но мне больше нравится использовать крем-чиз. Его я готовила в прошлом видео. Вы знаете, где искать ссылку. Сейчас зима, и я использую вот такие консервированные фрукты. Процедим их, немного порежем и набросаем сверху. Конечно, в сезон лучше использовать свежие ягоды, малину или клубнику. Можно придумать и другие варианты оформления, например, орехами или шоколадом. Вот они, наши идеальные Павловы. Как приготовить вкуснейший бисквитный рулет или популярный белковый крем? Смотрите тут. Жду ваших вопросов в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч!